ходит по полю, собирает эти вражеские дроны упавшие, перепрошивает их и опять запускает в ту сторону. Да, дрон-шпион, который пристроился и летит. И как только он увидел это место, где находится оператор, он немедленно их атаковал. И погибли. Но это очень амбициозный план. Окружить всю группировку, атакующую южнее Покровска, это был бы триумф. Просто триумф Сырского. И они сделали за ночь. За одну ночь. Легенда вообще, понимаешь? В результате получилось орудие, ну, твой дедушка Валерий Семенович на этой пушке воевал. 6 танков подбил. Всем привет! Вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь это я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Здравствуйте, рад вас видеть снова на нашем канале. Надеюсь, вам будет интересно, но мы для этого приложим все силы. Начнем мы с новых сообщений о населенных пунктах, которые были взяты под контроль российскими войсками за прошедшую неделю. По данным Минобороны, российские военные заняли населенные пункты Веселая, Розовка, Успеновка, Екатериновка в Донецкой области, Лобковая в Запорожской области, Басовка в Сумской области, а также российские военные освободили Гуево в Курской области. Ну, ты знаешь, вот существует дискуссия, до сих пор она не затихла, о том, что означает падение темпов наступления по сравнению там, с январскими, да, и декабрьскими, и не остановилось ли наступление российской армии вообще. Но потому как вот каждую неделю мы снимаем очередной выпуск, и каждый раз зачитываешь все новые и новые названия населенных пунктов, которые российская армия заняла, да, и плюс если сюда еще прибавить обмены телами регулярные, там в соотношении 1 к 10, то, конечно, понятно, что ничего не остановилось, все продолжается, но вот как интерпретировать падение темпов, это каждый решает по-своему. Я это рассматриваю как падение численности резервов российской армии и добавление резервов украинской армии. Сейчас стоит ситуация так. Севернее Оскола идут бои на плацдармах, они очень упорные, и украинцы там сосредоточивают свои резервы, но больше гораздо резервов сосредоточивают южнее Часового Яра. И вот по их количеству и по конфигурации даже вот источники с фронта сообщают, что подозревают, что поставлена задача вообще отбить город назад, весь Часов Яр забрать. Ну, очень амбициозная цель, конечно, и не знаю, чем она закончится, но посмотрим. Говорят, что вот по количеству резервов даже до такого может дойти. Есть очень четкое представление о том, как развивалась ситуация при наступлении на Покровск, вот на этой Покровской дуге. Да, там до сих пор есть такая, как я ее называю, гора, это от Шевченко, вверх идет такой выступ крутой, в котором на его острие сосредоточены там значительные части 90-й танковые дивизии и, ну, в общем, элитные части России, группировки «Центр». И они, в общем, там так и остановились. То есть, если мы хотим понять замысел командования, надо посмотреть на ширину зоны ответственности группировки войск. Так вот, у группировки войск центра на Покровском направлении это ширина в 3-4 раза меньше, чем у всех остальных группировок войск. То есть там сосредоточено наибольшее количество войск на маленьком участке, которые дали этот результат наступления на Покровск несколько месяцев назад, о котором столько говорили. Да? Потом украинская армия стала срочно, Сырский стал вводить резервы, и их количество довели до того сейчас, что под Покровском украинских войск больше в соотношении 1 к 1,5 по сравнению с российской армией. Все остановилось. Мы только вот по ширине зоны ответственности видим, какова была исходная затея. Украинская армия, которая получила такое численное преимущество, относительное, конечно, потому что оно не исчерпывается только войсками, есть еще и технические средства, артиллерия, там, ну, много чего. Все-таки у них было в замысле еще и контрнаступление, и они его осуществили в 2 этапа
Это удар в основание вот этой горы с юга. Им надо было пройти где-то 6-8 километров. Прошли они 2 всего километра, дальше все остановилось. Но это очень амбициозный план. Окружить всю группировку, атакующую южнее Покровска, это был бы триумф. Просто триумф Сырского, вот так скажем. Но этого не произошло. Но вот по конфигурации войск совершенно очевидно, что от этой затеи не отказались. Она продолжает, как и прежде, так сказать, вот там в умах командования сидеть. Будет вполне возможно и еще одна попытка. Южнее можем отметить продвижение войск в районе Пятихаток. Нам это интересно только темпами продвижения. Вот там, я померил просто, получилось 200 метров в сутки войска движутся на север. Вот это ровно тот самый темп, который характерен периоду год назад. Вот год назад войска двигались вот таким вот как раз темпом еще до осеннего этого наступления. Фактически все войска России пришли в движение после ликвидации плацдарма в Курской области, но это все тактические действия, которые предвещают какую-то, так сказать, пробу сил, скажем, может быть, но это не настоящее такое наступление, которого все ожидают в России. Но, конечно, последним таким решительным действием настоящая операция в рамках оперативного искусства была ликвидация Курского плацдарма. И все ждут, что сосредоточением сил на конкретном участке, относительно небольшом, будет проведено аналогичное наступление, повторение этого опыта. Совсем не факт, что это произойдет, потому что, я еще раз сказал, украинская армия за осень и зиму ввела очень существенные резервы на фронте. Вполне возможно, что им просто и сил не хватит российской армии на это. Интересная сложилась ситуация на островах вдоль Днепра, Каховской ГЭС. И обмелело водохранилище, сбросили его. Острова, которых и так там достаточно на Днепре, появились еще дополнительные острова, которые из-под воды высунулись. Значит. И вот эта вся островная зона, где-то 80% ее, полностью контролируется 18-й армией вдоль Херсонского побережья, Херсонской области. И это создана таким образом своеобразная зона обеспечения. Она препятствует неожиданным каким диверсионным действиям и тактическому десанту, и даже средних размеров десанту с западной стороны Днепра. То есть все эти острова контролируются войсками Теплинского. Там присутствует не только военнослужащие, там налажена связь между ними, смена войск, налажен подвоз боеприпасов, питание, воды и так далее. В общем, все такое целое хозяйство образовалось. Наверное, все, что сейчас могу сказать. Более существенных событий нет, но их все ждут. А в Белгородской области происходили какие-то события за эту неделю? Ты знаешь, была попытка украинских войск за последние 2 недели растянуть российские резервы вот этой группировки, которая ликвидировала Курский плацдарм, и зашла уже на территорию Сумской области, Басовка, например, это уже все, Сумская область. И началось наступление локальное очень в Белгородской области ограниченными силами, там, в общем, имитация, я бы сказал, да. Но на самом деле, по факту, получилось то, что просто фронт расширился, и все. И обе эти группировки, так сказать, свои войска в равных количествах примерно так туда и отправили, в Белгородскую область. То есть теперь наступление идет в Сумской области российской армии, и в дальнейшем будет поставлена, конечно, задача обязательно и из Белгородской тоже области перейти границу и углубиться в украинскую территорию. Никуда эта группировка российская не делась. То есть было много предположений, что плацдарма больше нет украинского, надо что-то делать с этими войсками. Значит, куда-то они отправятся, где-то они всплывут, значит, на новых участках, тут в Донбассе, там еще где-то. Нет, никуда они не отправились. Есть части, которые объявились уже в других местах, но это несущественно. Основная группировка осталась, размер ее приблизительно 70 тысяч человек.
Ну, она такая и была, в общем, так что за последние месяца два там, минимум. Вот. И все продолжается. То есть получился еще один крупный участок фронта, активный очень, который будет, в общем, важным фактором вот этих всех сражений и уже дальше на все время. Так я думаю. На этой неделе обсуждалась информация о том, что украинские военные взяли в плен граждан КНР. И спекуляция о том, что китайцы воюют на российской стороне, естественно, имеет место. Ну, есть две версии вот этого события. Самая простая, вот как по бритве Оккаму, да, и логичная, это личная инициатива. В России на Дальнем Востоке есть немало китайцев, несколько десятков тысяч. Кто-то из них, может быть, и захотел действительно, так сказать, какие-нибудь промысловики решили заработать, может быть, пойти на контракторы. Значит, существует вторая версия о том, что это такие вот хитрый ход, такой китайская разведка военная направила под видом добровольцев в российскую армию как бы несколько человек, которые должны набираться опыта, понимать, что такое вот новый вооруженный конфликт современный, как там все протекает, новые тактические схемы, ну и так далее. И все это в какую-то там тетрадочку записывают. Ну, это, мне кажется, маловероятно, потому что самое логичное и правильное, если бы уж китайцы захотели получить опыт современной войны, как вот сделали это корейцы, да, это просто отправить туда батальон китайских добровольцев с того же Дальнего Востока, просто вот завербоваться по контракту в порядке личной инициативы. И уж там были бы и офицеры, и насытить их офицерами разведки, аналитиками в штабе, установить постоянные контакты с соседями слева, справа, с российским командованием и получить уж полноценный опыт настоящий, значит, вооруженной борьбы. Вот. Это вполне можно было. Что такое китайские добровольцы? Каждый может понять, если почитает историю Корейской войны, там вообще вся война велась руками китайских добровольцев. Я думаю, что было, скорее всего, сделано вот так. А что могут дать для изучения опыта боевых действий со времен 2, 3, 4, 6 человек, которые там затесались, не зная русского языка? Надо дождаться, конечно, информации об их статусе. Рядовые это или офицеры. Служили они в Народно-освободительной армии Китая или вообще никогда не служили. Сугубо гражданские люди, которые решили подзаработать и так далее. У них вообще есть компетенции хоть что-нибудь понять про современный конфликт. Вот это вот все, когда узнаем, мы точно скажем. Ну, вот по состоянию на сейчас я на 90% уверен, что это личная инициатива. Просто. Дроны являются важнейшим элементом боевых действий на Украине. Особенно с 2023 года они стали по-настоящему незаменимой частью вооруженных сил обеих сторон. Вот за последние 3 года вообще какие изменения произошли в том, как их используют, что-то вообще поменялось? Ну, во-первых, в войсках самих произошли изменения. Ну, вот, например, на Украине уже 2 бригады беспилотных летательных аппаратов созданы, а самостоятельно отдельные бригады, как вот артиллерийские бригады там, или инженерные. Это помимо того, что еще в самих бригадах есть подразделения. Зеленский объявил, что в следующем году будет собрано 5 миллионов дронов. То есть, если они в этом году, он, значит, сказал, что 2 миллиона, да, что в следующем 5 миллионов. Значит, по данным разведки и по статистике прошлого года, это, да, и эта гаражная сборка вся уже оплачена. То есть деньги на нее есть. Кстати, сильная часть украинского ВПК – гаражная сборка. Потому что это диверсифицированные, так называемые, значит, пункты сбора, ну, хоть дома на кухне можешь собирать, да, там, небольших каких-то помещений в промзонах и так далее. Это невозможно выследить, они легко очень меняют местоположение, и уж тем более бороться с ними. Это просто невозможно. Значит, соответственно, деньги есть, и это все уже вполне можно предположить, что они достигнут этого. По данным за прошлый год, из них 40% чистый брак.
Эти дроны, которые падают просто никуда. Ну, это вот из-за качества сборки. Ну, гаражная сборка, она этим чревата. Но если у тебя из 5 миллионов 3 миллиона нормальных летающих, это перекроет все. То есть это будет тотальное превосходство украинской армии над российской армией в этой части. А это самая важная, важнейшая часть современных боевых действий. Да? И чем может ответить российская армия? Только увеличением количества дронов у себя вот в распоряжении. И в том числе и операторов дронов. Сейчас в каждой дивизии есть батальон, это немного операторов, да, дронов, и в российской армии. И во многих бригадах, я не знаю насчет всех, но во многих бригадах тоже есть батальон, по крайней мере там, вот, где источники рассказывали. Значит, соответственно, они все разбросаны уже по подразделениям на фронте, но у них есть единый начальник. И все это по вертикали замыкается на старшего, скажем, по беспилотникам военного в больших погонах, полковника или генерала. Это заместитель округа по беспилотникам. Значит, но это все равно недостаточно. К чему это приведет сейчас, вот в текущем году? Ну, наверное, в первую очередь все хуже и хуже будут дела идти у начальников, которым поручат наступление. Потому что эти дроны перекрывают все. И ведь у украинской армии точно так же, как у российской, вот показывают примеры последнего месяца там, под Покровском, попытки контратак и так далее, все упирается вот в эти вот дроны и все. Украинская армия точно так же не может наступать. Не может. Конечно, пока еще вот не 100%, так сказать, зависимость наступления от дронов там, и вообще от армии, от количества дронов не 100%. Российская армия по-прежнему превосходит украинскую там, в артиллерии, в авиационных бомбах и так далее. Все это применяемых на фронте, там, в числе их, это без сомнения. Но, тем не менее, артиллерию в значительной степени уже дроны вытеснили. И я думаю, что важнее всего сейчас вот в войсках сосредоточиться на разработке тактики борьбы с ними. Ну, есть такой термин, я его сам не придумывал, дронобоязнь. Он образован по аналогии. Был такой термин танкобоязнь. В Великую Отечественную войну, на первом этапе, бойцы зачастую боялись немецких танков, потому что не было никакого вооружения против них, они не знали, как бороться, им не объясняли и так далее, им просто в ступор впадали. В этот самый термин танкобоязнь, он прямо в штабах фигурировал. Это не вымыслы там, так сказать, там, позднейших исследователей, нет, это того периода как раз. Потом в дальнейшем адаптировалась армия, все прочее, и как бы танкобоязнь преодолели, научились бороться с танками и так далее. Что касается дронов, то в 2023 году действительно была вот эта дронобоязнь, даже потому что люди не знали, что делать, как противостоять. Сейчас много очень изменилось. Появилась тактика, тактические приемы борьбы. Ну, например, вот отделение 8-10 человек, там, в основном порядке, если поставить с двух сторон двух бойцов с охотничьими ружьями, то они уже перекрывают фронт отделения, достаточно эффективно отстреливая FPV-дроны летящие. Это не абсолютное оружие, у него эффективность там, по боевому применению около 50% все, но это уже прилично. Да? Дальше разработка методов маскировки и неукоснительное соблюдение этой маскировки. Да? То есть, если раньше жаловались, что с дрона видно, ну, что вокруг блиндажа, допустим, бойцов разбросан мусор, это первый признак, демаскирующий о том, что там живут люди. Вот. Сейчас никакого мусора, говорит, бычка даже не увижу. Больше того, тропинки в лес, где оборудовано отхожее место для бойцов. Туалет идет, боец, возвращается, за ним потом заметают листья на этом месте, на тропинке. Чтобы прям листья равномерно разошлись, чтобы сверху с дрона не было видно, что там вообще тропинка была. Вот до этого доходит.
Если все это добросовестно, так сказать, выполняется, то, в принципе, снижается общая эффективность дронов. Ну, помимо того, что, конечно, они и падают в соотношении 40%. Кстати, российские дроны у многих производителей тоже большие очень нарекания вызывают вот по части качества, также точно падают. Я вот попробую сейчас рассказать, как вообще, вот, что такое дроны не в быту, а в повседневном, значит, в повседневной жизни на фронте. Каждая сторона старается включить мозги по полной, придумывает всякие способы, хитрости и так далее, чтобы только вот каким-то образом склонить чашу весов в свою сторону и каким-то образом прекратить вот эти вот превосходство дронов противника в воздухе. Да? Например, зафиксированы попытки, да, украинские солдаты выставляют впереди одного-двух бойцов с дроноопасного направления с лопатами и граблями. То есть, если летит беспилотник на оптико-волоконной связи, за ним волочится кабель, он же на землю ложится, то надо быстро перерубить его лопатой или порвать граблями. Очень сомнительная эффективность, потому что ты никак не угадаешь, где дрон пролетит. То есть сам оператор дрона-то не знает, где он, так сказать, куда машину направить свою. Не всегда он волен в таком выборе конечном. В общем, но тем не менее, это вот живое творчество масс, да, поставить бойца, и он, кстати говоря, себя обнаруживает, он может оказаться под обстрелом, он рискует, но тем не менее стоит и лопатой пытается рубить, значит, вот эти вот оптиковолоконные кабели. Или, значит, есть вот закон, который как гиена уже, вот если оператор дрона его, значит, запустил в полет, он там провел разведку или какие-то там другие действия, назад возвращается, дрон нельзя возвращать в то место, откуда он стартовал, то есть к себе. А надо сажать его где-то далеко, а лучше вообще в метрах в 500 от себя, и потом, когда будет удобный момент, подойти и спокойно его забрать. Вот в одном из подразделений погибло 2 человека. Знали это правило, все, но поленились просто. Вот беспилотники их вылетели, разведчики. Все там посмотрели, в обратную сторону полетели, украинцы тут же за ними прилепили хвоста. Называется «привести хвоста». Дрон возвращается с задания, а за ним потихонечку летит опять-таки, на птичьем волокне, да, дрон-шпион, который пристроился и летит. И как только он увидел это место, где находится оператор, он немедленно их атаковал. Они погибли. Вот. Нарушение инструкций, да, это просто от лени произошло. Они прекрасно знали, как должны себя вести. Вот, и много таких интересных моментов, вот, которые не зависят ни от каких-то там больших штабов, начальников, люди на земле пытаются как-то спастись. Вот таким вот образом вырабатываются эти правила. Во что упирается все? Чем это все усложняется, тем больше и больше возрастает роль профессионализма командиров. То есть командир уже высшего порядка должен быть, который бойцов своих сберегает, не дает им погибнуть почем зря и так далее. Ну, какие вещи используются? Во-первых, туман. Можно наступать. Ветер с дождем. Сильный порывистый ветер. У дронов много очень, так сказать, ограничений по погоде. Вот. Значит, или усиленное применение средств радиоэлектронной борьбы. Да, вот те самые 40%, которые падают. Ведь потом бойцы обеих армий ходят по полю, собирают эти вражеские дроны упавшие, перепрошивают их и опять запускают в ту сторону. Вот так вот все этот процесс происходит. В общем, по тому значению, которое эти легкие беспилотники приобрели в жизни солдата, в буквальном смысле от них жизнь и смерть зависит, это далеко превосходит уже значение даже артиллерии. Хотя, в общем, артиллерия по-прежнему остается очень важной частью вооруженной борьбы, и еще не скоро она отойдет на второй план. Ну а в целом за 3 года
какие бы ты выделил изменения, тенденции в том, как меняются способы ведения боевых действий? Ну, это подчиняется общему закону течения специальной военной операции, который, в общем, выведен с Первой мировой войны. Первая часть любой войны – это живое движение войск по полю боя. Вторая часть – это применение всяких технических изобретений, новшеств, контрмер технических, борьба щита меча в дальнейшем и так далее. Это уже вторая часть войны. Вот абсолютно так вот в специальной военной операции. Если начинали теми средствами, которые были в доступе и на которые все, собственно, и рассчитывали изначально, то есть генералы готовятся всегда к прошедшей войне, понимаешь? И потом началось вот это резкое внедрение абсолютно новых, доселе невиданных каких-то технических средств, в первую очередь, конечно, дрон, но не только. И они перевернули все. Поэтому сейчас возникают ситуации невозможные в начале специальной военной операции. Вот, например, бойцы боятся стрелять, находясь в населенном пункте, куда они собираются на пункты сбора. Ну, как это происходит? Вот какой-то населенный пункт, город, там, село, неважно. Туда проникают группами небольшими, потому что рассредоточение – это железный закон, который обязательно, так сказать, исполняется и вооруженным силам Украины, и России. Небольшими группами проникает, занимает какую-то часть, какой-то там дом, скажем, да, помещение, квартиру. Рядом могут находиться украинцы, тоже в доме, в квартире, и все ждут, молчат. И могут и не догадываться друг про друга. И это накопление проходит в режиме другого слоеного пирога. Но как только какая-то... Вот ты идешь, мимо, бойцы сидят, мимо проходит какая-то вот украинская группа. Они могут открыть огонь. Они не открывают. Почему? Потому что как только они себя демаскируют, дроны, которые сверху наблюдают за полем боя, мгновенно их идентифицируют, их тут же сразу, сказать, определяют, что вот в этом месте. И туда летит все. И минометные мины, и артиллерийские снаряды, и дроны со всех сторон их просто сравнивают с землей. Как ты себя обнаружил, все, ты уже не жилец. И бойцы боятся открывать огонь с обеих сторон. Просто вот так и существует рядом друг с другом. Зачистка вопроса такой очень высокопрофессиональная вещь стала. Ты должен очистить город от групп мелких противника, но так, чтобы тебя еще и не уничтожили. Потому что и в обратную сторону это работает точно так же. И российский дрон наблюдает, где вдруг появится украинский солдат. Еще момент, который показывает резко изменившуюся обстановку. Есть очень существенная часть украинских военных, которые хотели бы сдаться в плен. Но это вот люди по опыту, по статистике, которые через принудительную мобилизацию попали на фронт. То есть где-то там на улице схватили и так далее. Все. Такие люди есть, которые решились на такой поступок. Но та самая серая зона, которая образуется вот этим контролем взаимных дронов, да, и в которой еще и не украинская часть, и не российская, она довольно внушительная, там, 5, иногда до 7 километров, ты должен еще их пройти. И как только украинский солдат начинает передвигаться в сторону российских позиций, чтобы сдаться, да, он идет несанкционированно, это не атака, это его личная инициатива. Хорошо. Его тут же добивают дронами сверху. То есть операторы дронов в глубине украинской обороны тактической, да, ответственны за ситуацию в этой полосе обеспечения, и они в том числе ответственны за пресечение попыток сдачи в плен. И их тут же добивают. В результате сдача в плен превратилась в очень сложное действие. Это целый замысел. Это надо продумать еще, как ты вообще будешь в плен сдаваться, чтобы остаться в живых. То есть, надо просто действительно целый план рожать. Как там кого-то отвлечь, или ждать тумана, или еще что-нибудь. Понимаешь, вот так вот получается. Даже и в плен сдаться уже нельзя. Вот что означает бесконечные 24 часа в сутки, да, контроль всего поля боя.
Так, это тебе не спутники американские, которые там облака набежали на Украину, они уже половину не видят. А это, так сказать, контроль, который, так сказать, неусыпное око. Скажем, вот примерно так это все происходит. Но за прошедшие 3 года, я думаю, что и должен был измениться также подход к модернизации вооружений, к тому, какие новшества внедряют сейчас Минобороны. Как они внедряются, да. Ты знаешь, вот только что прошла специальная конференция в Министерстве обороны с привлечением там гражданских специалистов, институтов, разработчиков, конечно, военных. Возглавлял все это дело Белоусов, значит, специально надел генеральский мундир. Эта конференция была посвящена конструированию и практике использования на фронте сухопутных дронов. Ну, то есть вот летающие, а есть те, которые по земле ездят там на разных приводах, колесные, гусеничные и так далее. Войска в прошлом году было отправлено несколько сот. Ну, утверждается, что вот в этом году, в текущем 25-м, отправится несколько тысяч. Но это уже все-таки более или менее приличная цифра, хотя, конечно, дроны гибнут так же, как вся остальная техника, и сколько там они протянут в войсках, никто не знает, может, они мгновенно погибнут, но тем не менее. Главное, значит, параллельно этому мероприятию была открыта выставка, на которой эти дроны были выставлены и так далее. И Белоусов в докладе, значит, обозначил, что те, значит, сухопутные беспилотники, которые изготовлены в войсках, они более функциональны и более подходящие для условий фронта. Тут выясняется, что в каждой группировке есть своя группа специалистов, значит, конструкторов, которые сами клепают эти вот сухопутные дроны, сухопутные беспилотники. Ну и сколько у нас их группировок? 5 штук. Вот в каждой из них есть своя группа, которая делает эти сухопутные беспилотники, пользуется ими. А есть еще вот традиционно. Что это за сухопутные беспилотники? У меня просто в голове сразу же вот эти там, дроны-саперы какие-то. Ну, дрон-сапер, самый знаменитый Уран-6. Это действительно огромный бульдозер, который управляется дистанционно и разминирует поле там, где-то в глубине обороны. Да, это один из самых успешных. И он востребованный, и о нем хорошие очень отзывы. А есть еще и сравнительно небольшие. Ну, вот в первую очередь, я уже говорил, что, конечно, обе стороны вот, с помощью FPV-дронов совершенно безжалостно добивает раненых, уничтожает группы эвакуации раненых с фронта, мешает. То есть раненого с фронта в тыл отправить, это целая история, очень сложная. Вот. За счет этого смертность в обеих армиях очень резко повышается. Золотой час, так называемый, который, если ты принял меры медицинские, человек спасен. Вот он уходит. И сухопутные дроны, то есть небольшие самоходные повозки, извини за такое выражение, которые управляются дистанционно. Это, грубо говоря, дрон-эвакуатор какой-то. Вот это вот самая востребованная сейчас вещь, которая есть. Просто раз раненого положил, и он понесся. Ведут их операторы, которые тоже камера там есть, и ведут их с помощью обязательно беспилотников, которые наверху летят. То есть беспилотник летит над этим сухопутным дроном, смотрит, куда ему поворачивать, и командует влево-вправо. Он объедет то, что у него самого взор очень небольшой, той камеры, которая на этой машинке установлена. И водитель видит то, что ему камера показывает с земли, то есть он не видит на расстоянии там, 100 метров, вдруг там... И он же на него же переключает зачастую камеру беспилотника, которая над ним в 2 экранах видит, вот даже так. Он должен огибать воронки, подбитые машины и так далее, все это. Скорость у таких дрон очень невысокая, 8-10 км в час. Придет время, может быть, они научатся делать машины, которые там быстрее. Сейчас пока это очень все невысоко. Но тем не менее, этим надо заниматься обязательно. Это все просят. Без этого, так сказать, совсем тяжело. Когда разговор заходит о качествах этих машин, которых, то есть понятно, что фронта в первую очередь требует что? Относительной простоты, ремонтопригодности и
устойчивого, очень хорошего управления. Потому что с невысокого положения, вот этого низкого, у него радиосвязь не такая уж и большая, то есть ему тоже лучше свой дрон иметь ретранслятор такому наземному средству. И его не надо делать навороченным, но в то же время он должен быть высокой проходимости. То есть гусеничные получают приоритет, да, здесь перед колесными даже. Есть, кроме того, очень серьезные вопросы о том, как сами научно-исследовательские институты в глубине приучены, не приучены, а обязаны разрабатывать технику. Как приходит задача, приходит замысел, конструктор этого прибора, не прибора, а агрегата, значит, видит, как этот замысел, и дальше уже в самом научно-исследовательском институте все это встраивается в бюрократическую логику конструирования. Там много-много всяких вещей, которые они обязаны соблюдать, чтобы соответствовать правилам, установившимся задолго до специальной военной операции. Это десятилетия назад, на самом деле. Вот. И вот из этой логики этим профильным НИИ никак не вырваться. А фронтовики, они не скованы такими вещами. Они, вот есть гайка такая, они ее прикрутят. Нет, другую прикрутят, другого размера, все. Им стандарты не обязательно соблюдать. Но тем не менее, у них все работает, и лучше работает. Рынок порешал. Рынок порешал, да. То есть реально совершенно все работает лучше, чем у тех, кто вроде призван профессионально этим заниматься. Ну и вот главная задача этой конференции, этой выставки, она, собственно, и была в том, чтобы этим разработчиков всем до них довести, что все-таки постоянно нужно связываться с фронтом, получать этот фидбэк, обратную связь, и понимать, чего им нужно, и только потом поставлять. А есть вещи, есть компания, не буду их называть, которая поставляет вот те же самые наземные дроны, ну, которые абсолютно не прижились на фронте, и никому они там не нужны, хотя потрачены очень большие деньги и труд конструкторов на это. Вот, я думаю, что это, в принципе, проблема любой страны, у которой крупный научно-исследовательский комплекс военный есть. Любой. И у американцев, наверное, похоже все это. Вот. Но, тем не менее, так сказать, вот это приближение требований фронта и требований отраслевой науки, они должны каким-то образом произойти, иначе ничего не будет вообще. Вот. Но бывает и по-другому. Я могу привести классический пример. Пушка ЗИС-3 Грабина, да? Когда они ее приступили, конструкторское бюро Грабина приступило к ее конструированию, ну, на чертежах, да, выводить, у них уже частично был готов откатный механизм от предыдущего орудия, которое они делали. Ну а все, больше ничего не было. И они сделали за ночь. За одну ночь. Легенда вообще, понимаешь? В результате получилось орудие, ну, твой дедушка Валерий Семенович на этой пушке воевал. 6 танков подбил. За одну ночь они создали орудие, идеально соответствующее вот этому балансу цены, качества, ремонтопригодности и те самые тактико-технические характеристики, которые фронт прям требовал. Артиллеристы именно такую пушку хотели. И они получили. В результате генералы вермахта потом уже в своих воспоминаниях, в мемуарах называли это орудие самым лучшим орудием в этом классе всей Второй мировой войны. Но как жили эти конструкторы, у них кровати стояли прямо в конструкторских бюро. Они там и спали, и ночевали, понимаешь? Вот я думаю, что это, ну, такая вещь, которая, наверное, не может повториться. Ну да. Как пушка Грабина, не может. Любая война требует больших бюджетных трат. Ну и мы видим, что с начала СВО оборонный бюджет с каждым годом все растет. Ну ты вот часто говоришь, что преимущество в боевых действиях должно быть всегда за тем, кто может вести боевые действия дешевле и экономичнее, в общем. Ну, это правило работает не в 100% случаев, но, в общем, да, в целом работает. Работает в человеке такое заложенное в него первобытное свойство
считать затраты приближением результата. Чем больше я потратил, тем ближе результат. Хотя на самом деле это совсем не факт. Вот совсем не факт. Иногда бывает, потратишь все и ничего не добился. Но тем не менее так человек устроен. Поэтому с Первой мировой войны эту тенденцию заметили. И потом это было железным правилом для всех войн, там, всех времен народов уже дальше, после Первой мировой войны. Что генералы, ну вообще командиры, считают расход материальных средств приближением победы. Чем больше я потратил материальных средств, тем победа ближе. Почему? Ну вот так кажется. И чем больше я выстрелил снарядов, чем больше у меня бомб легло, так сказать, там, за линию фронта, чем больше я танковых атак провел и так далее, тем я лучше как командир, тем мне выше оценка, галочка, орден, там, новое звание. Предположим так, да? Когда на разных участках фронта командиры сдают статистику, и по статистике видно, что вдруг у кого-то там резкая просадка, он в 3 раза меньше стреляет, чем соседи. У командования может возникнуть вопрос, что убогий, что ли, так сказать, вот, что воевать, наверное, не умеет. Но надо смотреть на общую эффективность. Если эффективность действия ее войск точно такая же, как у соседей, это означает, что он воюет правильно, а соседи, у них перерасход. Ну, вот был такой случай, опять из семейной памяти, вот твой дедушка, перед наступлением на Курской дуге из-за перерасхода средств очень опасались, что снарядов не хватит на контрнаступление. И был введен запрет на стрельбу. Вообще запрет. Нельзя было стрелять. И тут вдруг немцы в визуальной видимости влезли на бруствер и стали мыться голые. Разделись догола и стали поливать друг друга водой, смеяться, там вот все. Он человек дореволюционной, как бы, закалки, такой еще старый, считал, что это они над ним издеваются. На самом деле это культура тела другая совершенно у народа, понимаешь? Они к обнаженному телу не так относятся, как крестьяне в Барабинском уезде. А вот он считал, что они над ним издеваются и хотят его оскорбить. И он выстрелил по ним снарядом из своей пушки. Что ты думаешь? Приехала целая комиссия. Его хотели арестовать, он чуть под суд, под трибунал не попал по доносу сотрудника СМЕРШа, который посчитал, что это заговор, понимаешь, сказать, он расходует драгоценные боеприпасы перед наступлением. Ну, слава богу, все обошлось. Вот таков был уровень запрета, понимаешь. Это все из-за нерационального расхода или неграмотного расхода средств. Поэтому, когда сейчас уже на новом этапе мы оказались, вся эта ситуация обострилась в разы, потому что современное вооружение намного дороже, чем вооружение Великой Отечественной войны. И когда какая-то баллистическая ракета, самая современная, начиненная электроникой и очень непростая, недешевая в обслуживании, летит куда-то непонятно куда и просто вот взрывается и все, и ничего не достигло. Это прямое следствие вот этой тенденции, когда командиры считают, что необходимо израсходовать какую-то часть средств, чтобы выглядеть не хуже других. Все это замыкается на требования чрезвычайно высокого профессионализма командного состава, который по-настоящему умеет воевать и стреляет только по разведанным целям, доразведанным, строго определенным, а не просто по каким-то, которым вроде бы там что-то есть. Да? Сразу мы с тобой можем вернуться к нашему предыдущему выпуску, где мы в разговоре описывали эту группу в Висбадене. Ее же главная, собственно, цель-то и была, она получала разведданные изо всех источников, откуда только можно, мгновенно определяла цель, а дальше перепроверяла из разных источников, это цель или это не цель. И уж если ее накрывали, то 100% гарантированный результат был. Максимальная эффективность. Максимальная эффективность. И если у тебя разведка не работает, или ты просто израсходовал все разведанные цели, у тебя, ты просто не знаешь, куда стрелять, ты начинаешь выбирать из тех, которые еще не до конца разведаны. Да? Подтверждается из одного источника, а из других не подтверждается.
Ну ничего, вроде бы там должна быть цель. В результате ракета падает куда-то просто мимо денег. И вот тут, когда наступает такой перерасход, конечно, командование должно уметь отделять зерна от плевел и спрашивать с командиров бригад, командиров дивизий, куда ты свои ракеты-то потратил. В чем смысл этого пуска-то был? Достигнут ли какой-нибудь эффект? Ведь можешь же просто, так сказать, деньги потратить ни на что и себе медаль повесить за это. Высокий профессионализм – это не то качество, которое рождается в колыбели. Люди его обретают на фронте, и украинские командиры, и российские, да, в процессе, так сказать, вот, живого обучения под влиянием адреналина фронтового. Но дальше важно, как эти командиры продвигаются по службе. Если все вот, бесцельно расходуют средства, не бесцельно, а вот поддаются этой тенденции, то это, конечно, беда для армии. Тогда кончается боеприпасы, а наступает снарядный голод. Мы его 2 раза переживали, я имею в виду российская армия, вооруженные силы России, 2 раза переживала серьезные такие пики спада, вернее, снарядного снабжения. Кончаются танки, кончается бронетехника, они все гибнут в бездарных атаках, когда неграмотно расходуются не по делу. И самое ценное, что есть на фронте, это люди, да, гибнут в неправильно организованной вооруженной борьбе. Закончить можно цитатой из Свечина, которая описывает вот эту вот, проблему, что командиры стремятся израсходовать как можно больше. И в конце он пишет: решительный командир способен делать чудеса, экономия средства, в деле экономии. То есть нужен настоящий решительный командир, который пресечет это все. Ну, на этом у нас все. Большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Поставьте ему лайк и подпишитесь на этот канал, если не подписались. На наш телеграм тоже подпишитесь, пожалуйста. Мы рады, что вы задаете нам вопросы на Бусти. Прям оживленная дискуссия такая образовалась. И я очень этим доволен. И спасибо вам за ваше внимание. Мы обязательно с вами встретимся через неделю. И мы сделаем все, чтобы вам было интересно. Спасибо.